будет много-много машинок скорой помощи. Некоторые, кстати, со светом, звуком идут. У некоторых открываются двери. По-моему, капот даже у какой-то модельки открывает. А как думаете, белая будет или желтая? Каталочка. Вот такая вот каталочка, смотрите, вообще миниатюрная, клевая. Ну, внутри тут просто супер, честно. Ты же зад не видишь автомобиля, перед ты не видишь автомобиля. А вот так вот ты берешь и все с полки. Ну, вот это вот. Всем привет! Вы на канале Toy House. Здесь лучшие обзоры только для лучших людей, поэтому подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, то не будешь пропускать мои новые видео. Ну и посмотришь старые тоже. Итак, сегодня у нас будет опять серия, очередная вон серия, да, торчит. И будет очень много микроавтобусов «Газель». В общем, будет много-много машинок скорой помощи. Короче, не буду тянуть, да, сегодня машины скорой помощи от Технопарк. Решил показать вам, какие бывают, чтобы вы знали, да, что покупать, что обходить стороной. Стоимость моделек ориентировочно говорю, ориентировочно, потому что цены все разные были. Это 500 рублей за модельку. Скачут они от 399, по-моему, 400 рублей до 600 доходит, до 700, кто как продает. В общем, я в среднем купил за 500 рублей, там 550 были, в общем, ладно. Короче, 500 рублей. Итак, я даже не знаю, очень много. Давайте я вот так вот сложу сейчас сюда. Тут просто, не знаю, 4, 5, 6... Короче, 7. 7. Это все те автомобили, которые я нашел в свободной продаже в своем городе, как бы смог приобрести. В вашем городе, может быть, будут другие модели. И вот видите, вышло видео с такси, да, я тоже нашел только лишь 5 штук. А вот ДПСных машин почему-то больше. ДПСных, наверное, полицейские машинки больше любят, да, чем какие-то другие. Ну, вы можете написать в комментариях, что вам нравится вообще. Какая серия вам нравится? Пожарные, полицейские, скорая помощь, такси, может быть, гражданские автомобили. Я попробую сделать тоже обзорчик. Итак, погнали. Вот первый автомобиль, не знаю даже какой. Вот так вот пусть они лежат, да? И мы будем так раз доставать и смотреть, что же тут за автомобили. Так, я их открутил все. Как бы я знаю, но в этой коробке конкретно не знаю, что лежит. Открутил, чтобы время не тратить, и будем с вами рассматривать. Некоторые, кстати, со светом, звуком идут. У некоторых открываются двери. По-моему, капот даже у какой-то модельки открывается. Все с вами посмотрим. И это у нас, ребята, как ни странно, Ford Transit. Очень часто встречается Ford Transit. А как думаете, белая будет или желтая? Они есть и белые, по-моему, у меня и желтая. Ладно, мне кажется, что белая. Желтая, я сам не угадал. Вот такая вот скорая помощь. Очень классная расцветка, мне нравится в этом формате. Ну-ка, верните мне коробочку. А на коробочке тоже красно-синяя мигалка. Хотя такая мигалка у ДПСников стоит вообще. А у скорой, по-моему, только лишь синяя мигалка. Ну, я могу ошибаться, это же типа реанимация. Желтый цвет, реанимация, да, у нас скорая помощь. Вот такой вот автомобильчик. Видели мы и полицейский, по-моему, и таксишный. Вроде Ford был, да? Значок Форда присутствует здесь у нас. Ну, такие фары. В общем, моделька на самом деле не моделька, а такая смешная какая-то. Получилась замыленная. Мне она, если честно, не очень нравится. Ну, может, кому-то и зайдет. Вот. Если что, пишите комментарий, как вам модель. Оптика сзади пластика, вот такой вот огромный салон. В общем, уже 100 раз ее смотрели. Снизу у нас Технопарк и Ford Transit. Все модели имеют фрикционный механизм, он же типа инерционный. Ну, написано на коробках, а вообще типа называется он по-правильному фрикционный. Но это может не точно быть. Может быть, уже все поменялось. Отставляем ее сюда в сторону. В общем, такая, как обычно, не заслуживает, да, внимания. И переходим к следующей, сказал заведующий. О, смотрите, я здесь Рено вижу какой-то. Вижу Форд, Газели. А, тут вон, значки-то есть. Газельку опять. Точно, вот еще одна газельчика у нас. А какая, интересно, как думаете? А я знаю, здесь сбоку написано 3221. Кстати, масштаб моделек неизвестен, лишь только написано у нас сантиметры, как всегда. И вот здесь, кстати, смотрите-ка, масштаб
11,4 сантиметра. Инерционные открывающиеся двери в коробке Технопарк. То есть обычно 12, а тут 11. Представляете? Интересно. Вот такая вот. О, здесь уже мигалочка правильная стоит. И здесь уже модель похожа на газелечку хотя бы. Ну, такая расцветка довольно часто встречающаяся. Но здесь сразу в этой модели вижу минус. Это нету зеркал. Отсутствуют вот такие вот только пипочки на этой модели. Кстати, двери не открыл здесь передние, не показал вам салон. Но там смотреть нечего особо, если что. Имейте в виду. Так, оптика пластиковая спереди, мигалочка на крыше у нас тоже из пластика, ну, декалечки, все, скорая помощь присутствует, да. С этой стороны у нас, ну, в общем, написано скорая помощь, телефон 03 и открывается дверь. О, а здесь, кстати, и салон поинтереснее, если честно. Хотя бы более-менее так аккуратненько сделан. Не знаю, кому-то может нравиться, кому-то нет. Имитация стального диска, инерционный механизм опять-таки идет, и он у нас выпирает из-под корпуса, если что, имейте в виду. Снизу у нас модель выглядит вот так вот, небольшую проработку имеет, и, кстати, никаких названий здесь нету, и масштаб есть, ничего себе, на этой модельке есть масштаб 1:43, но я что-то сомневаюсь. Значит, здесь у нас оптика прокрашена, 0,3, тоже есть декальчика. В общем-то и все. Такая модель, ну, не знаю, на любителя. Так, двери закрываются. Дворники, кстати, здесь с лобовым стеклом сделаны. Здесь сделаны отдельные пластиковые детали. Вот так вот они выглядят. В общем, тоже на любителя. Поехали дальше. Так, что у нас будет дальше, да? Это давайте тоже газель. Но эта газель у нас, ребята, современная, да. Современная газель. Next. Здесь газель Next. Тоже, по-моему, разных цветов они у меня бывают. Бывают, здесь должны быть, но это не точно, поэтому здесь, скорее всего, модель желтого цвета, я так думаю, а вы напишите, какого цвета ты думаешь будет модель. Желтая, о, я угадал, желтая модельчика, масштаб у нас здесь какой, 12 сантиметров стоит на коробке, газель Next. В общем, вот такая вот скорая помощь, кстати, вот здесь вот как-то поаккуратнее, чем вот этот вот Ford Transit, мне кажется, смотрится-то посимпатичнее, хотя стоек тоже нету, но модель сама вот сбоку сделана как-то получше. Спереди, ну здесь, да, похоже на газель Next, значок газа даже присутствует, аккуратные фары из пластика сделаны, зеркала есть у нас, мигалочка у нас сине-красная, не положено такую иметь. В общем, расцветка, ну, скорая помощь, ну, вообще желтая, обычно, да, реанимация есть, ну, не знаю. Так, сзади оптика просто прокрашена, стоек вообще нет нигде почему-то. Ну и давайте откроем дверь. Ах, откроем дверь. Ну, здесь обычная пассажирская такая газелька. И откроем, давайте-ка откроем, да? Давайте-ка откроем. Откроешь тут, пожалуй. Так, открыли. Вот так вот выглядит салон, большой руль и небольшие сиденья квадратного формата такого. Кстати, этих дверных карт, ребята, нету здесь. Что-то стали как бы модели проще и проще эти делать. Ну, не модели, машинки, я так назову. Дверных карт нету, пороги не окрашены. Вот такая вот скорая помощь с люком у нас на крыше. Снизу у нас что? Сделано в Китае. Газель Next. В общем, все по лицензии сделано, потому что везде значки присутствуют. Вот так вот. И вот так вот. Вот такой вот автопарк. Конечно, эти модели в город не пойдут. Кто сейчас решил написать комментарий, строй скорую помощь. Нет, ребята, эти модели чисто показать вам. Ну, а потом когда-нибудь я вам расскажу, куда я их деваю. Ну, многие знают, куда я их деваю, потому что, как бы, я уже говорил 100 раз. Но, тем не менее, вдруг кто-то не знает, сделаю выпуск на втором канале. Кстати, подпишись на второй канал, чтобы не пропускать новые видео. Опять газель Next, смотрите-ка, что. И белая, да, здесь белая. О, белая, да. Белая газелька Next. И давайте-ка смотреть, какая лучше. Ну, в принципе, лучше-то они одинаковые. Ну, просто цвет какой вам больше нравится. Желтая или белая? Мне больше все-таки симпатизируют желтые, как-то, не знаю. А вы уж напишите. О, мигалка здесь в другую сторону развернута. Обалдеть. Видите, цвета в разные стороны. Так, в принципе, машинки одинаковые. Смотреть их особо, эту модель не будем, да? Просто по цвету отличается. Открывается дверь.
Да, дверка открывается. Все то же самое, только расцветка другая. Вот так вот у нас белая, белая, желтая. Белая, желтая. Поехали дальше. Теперь откроем точно белую модель. Это у нас будет Renault. Renault. Это модель, знаете, такая, больше подходит, конечно, для частных клиник. Масштаб какой? 12 сантиметров опять написан. Это Renault Kangoo. Вроде так правильно будет. Да, Renault Kangoo. Вот она, большая такая. Огромный минивэн. И у нас в городе на таких обычно ездят. Это частные клиники. Скорая медицинская помощь. Здесь написано, о, здесь открывается багажник, ребята, обалдеть. Я думал, здесь будут носилки, но их тут нет. Но будет у нас модель, кстати, в этой серии, в которой реально есть носилки. И я вам покажу. В общем-то, ну, так неплохо здесь сделано вообще и по бокам, и в салоне более-менее. Пороги не окрашены, но салон более-менее такой аккуратный, не сильно уж такой дешманский, да, так сказать, сделан. Но дверные карты вот как-то есть имитация на металле. Оптика сзади у нас пластиковая идет. Имитация литого диска, резиновые покрышки, соответственно, на колесах. Зеркала вместе с дверями сделаны. Это у всех моделей. Так, спереди вот так вот выглядит автомобильчик. Renault Kangoo или Kangoo. В общем, не знаю, как правильно произнести. Наверное, Renault Kangoo. Большой значок Renault, обновленная такая, да, решетка, по-моему, свеженькая, это реношная. Оптика пластиковая, но в принципе спереди вот вообще симпатичный автомобильчик смотрится, мне нравится. Вот это мне нравится автомобиль. Но он большой, явно не 43-го масштаба, вообще какой-то масштаб совсем другой. Рейлинги, кстати, на крыше есть. Поехали дальше. Дальше у нас остался Газель и Ford. Что будем смотреть? Одна модель, кстати, будет со светом-звуком, не скажу какая, а другая у нас с носилками. Ну, какую выбирайте? Левую, правую. Можно посчитать. Ладно, не буду считать. Давайте смотреть Газель. Она желтого цвета, просто я знаю. Я ее показывал, уже была такая у меня модель на обзоре. Многим она понравилась. И это у нас Газель 2705, ребята. Вот такая вот реанимация. И вот они здесь прикреплены на бумажечке носилочки. Сейчас я вам покажу. По-моему, у нее открываются сзади двери. И это не носилочки, каталочка, наверное, правильно будет носилочки. Каталочка. Вот такая вот каталочка, смотрите, вообще миниатюрная, клевая. Ну классная, да? Давно я не встречал модели с такими вещами. Так, значит, каталочку мы ставим сюда. А, это тоже со светом-звуком будет. Точно автомобиль. У меня два автомобиля, значит, со светом-звуком. Переднюю часть давайте посмотрим автомобиля. Ну, так, ничего, симпатично. Зеркала есть. Дворники сделаны вот с этой пластиковой деталью. Дверка у нас уже открывается сама. Сейчас заглянем в салон. Салон, ну, салон, конечно, печаль, тоска. Ничего не скажешь тут совсем. По-моему, та у меня была другая. Ну, я могу ошибаться. Надо смотреть обзор. Есть на канале именно, по-моему, Газели реанимация. Ох, какой там был салон? По-моему, там в черном цвете. Но здесь в сером прям вообще мне не нравится. Хотя, может быть, ничего. Не знаю. Ладно, сзади у нас дверки открываются. Попробую их открыть. Ладно, оптика у нас здесь вот так вот сделана. Необычайным просто образом, да. И здесь, кстати, правильные сзади мигалки стоят у этой модели. Две таких синеньких. Вот. Внутри у нас очень классно. Ой, да тут вообще красота. Ребята, ну внутри тут просто супер, честно. Вот, все сделано. Ящички всякие, баллоны кислородные. Все это есть. И сюда вот так вот заезжает у нас тележечка реально. Заезжает, короче, грузится туда. И все, и больной едет. Она же складывается, эта тележка. То есть вы нажимаете, она сложилась. Вы ее подвезли. Сюда, по-моему, зафиксировалась она как-то, и потом ее туда закатывают. Точно схему не помню. Работает. Но здесь вот выполнено класс. В ящиках там, там даже, короче, ребят, там даже ящик стоит с медикаментами. Вот здесь сбоку есть. Смотрите, вот эта моделька по наполнению вообще классно сделана. И аккуратно. Место фельдшера есть или сопровождающего одно. Полосочки, соответственно,
на окнах, все как должно. Вот приближено к естественному. Прям очень приближенная вот эта модель, даже я могу сказать, каким-то все равно она боком рядом с моделькой все равно переплетается. Вот сделали бы модель, может быть, такую, пусть она бы стоила, ну, порядком, я не знаю, мне кажется, 1003 бы, 4, может. Мне кажется, клевая модель была, получилась. С открывающимися вот этими всеми дверями, наполнением, было бы классно. Так, ребята, давайте нажмем на кнопку теперь, посмотрим, что у нас здесь происходит. О, а здесь снизу, кстати, ничего, кроме сделано в Китае, не написано. Спаренные колеса не сказал. Ну и резиновые покрышки, соответственно, везде. Мигалочки услышали? Водитель, освободите дорогу. Примите вправо. Освободил, принял вправо. Городская клиническая больница. Тяжелый больной. Приготовьте операционную. Видите, это желтая реанимация, и тут прям написано реанимация. Но обычно на реанимациях пишут здесь задом наперед в зеркальном отображении, потому что человек, который едет впереди, в зеркало посмотрел и прочитал слово реанимация легко. Ну и все, опять мигалки. Горит мигалка только эти мигалочки не горят, а фары? Фары тоже не горят. Ну что, остался еще один у нас такой автомобиль интересненький тоже со звуковыми эффектами. И это у нас Ford будет, у которого еще открывается капот, ребята. Да, капот открывается. О, и здесь у нас раскладочка. Давайте-ка пробежимся быстро по раскладке. Так, что у нас здесь? Ford Transit 13 сантиметров. Вот здесь написано Ford Transit 13 сантиметров. И давайте-ка его отложим пока что. И посмотрим, что у нас. Может, здесь какая-то новые модели появились, а может быть это какая-то старая раскладка. Вот, в общем-то, раскладочка. Смотрите, выбирайте, может быть, что-то найдете для себя. Вот они есть, видите, белая реанимация, инкассаторская машина есть. Но это, конечно, не модель, но вот эта газель клевая, честно. КамАЗы есть тоже. О, вот такие КамАЗы, интересно посмотреть было бы. Но пока в магазине, по-моему, нет. Вот этот есть у меня КамАЗ. Бычок? Да ладно. Бычки будут делать, ребята. Тоже надо посмотреть. Не видел бычков еще. Вот, честно, не видал. Зилки, газончики, да? Все будут это делать. Ну, такое все упрощенное. Напишите комментарий, какие автомобили из этой серии вам понравятся, может быть. И я попробую найти и сделать обзор. В общем, пластиковые даже модели пошли. Обалдеть. В общем, ну это новая раскладка, да, свежая. А, это пластиковые большие, наверное. Масштаб 1:72 вот есть. Самолеты, шаттлы. Но это тоже маленький, по-моему, масштаб какой-то. Так. Ладно, ребята. Давайте смотреть. Ford, вот такой вот Ford. О, клевый. Клевый, да. Транзит мы видим на двери. Сбоку прям очень классно сделан. Но внутри он опять-таки просто пассажирский. Жалко. Вот совместить бы вот эту модель с этой, например. Ну, как-то, я не знаю, продумывать надо. Здесь открываю. Ну, сзади тут ужасно. Ужас просто. Просто какая-то дичь. Ребят, сзади тут дичь какая-то полнейшая. Ну что, я не знаю, как это даже открыть. Здесь какой-то... Ай, вот, открыл. Ну, почему так происходит? Я не понимаю. Вот почему? Вот вроде смотришь модель, интересная, нормальная. Кстати, здесь новый, по-моему, рисунок. По-моему, новый. Ну, он и старый, и вот, по-моему, там Москвы-то раньше не было так много. Ладно. Вот смотришь, вроде модель симпатичная, да, интересная. Вот так же ты выбираешь, сбоку ее смотришь. Ты же зад не видишь автомобиля, перед ты не видишь автомобиля. А вот так вот ты берешь и все с полки. Ну, вот это вот сзади, ну, хотя, вот, смотрите, опять-таки, багажник как сделан? Прям площадка, интересно. Транзит снизу написано, Ford. Ну, вот так вот прям. Ну, что-то это прям вообще капец. Ладно, скорая помощь написана у нас. Давайте заглянем в салон и посмотрим на водительское место. Ну, водитель здесь, так сказать, маленького очень роста должен быть, чтобы управлять данным автомобилем. Очень маленькие сидушечки. В общем, ну, как всегда, в принципе, что сказать. Бывает хорошо, бывает не очень. Вот это из серии не очень.
Ну и передняя часть осталась у нас, да? Передняя часть, вот она. Ну, передок, ребята, в принципе, от задка недалеко ушел. Значок Форда присутствует. Ну, не знаю я. Вот честно, не могу сказать. Давайте капот откроем. А он и не открывается особо. Вот он так выглядит. Значок Форда присутствует на решетке радиатора. И синяя мигалка, как и должно. Полосочки здесь не доделаны до конца некоторые. В общем-то, автомобиль так себе. 50 на 50. Вот так нормально. Вот так не очень. Вот так нормально. Вот так не очень. В общем, вы поняли меня. Давайте нажмем на колеса. Здесь, я так понимаю, колеса нажимаются. Технопарк. Ну, может, кому-то нравится. Я ничего не говорю. Водитель, освободите дорогу. Примите вправо. Ни света, ничего здесь нету. Городская клиническая больница. Тяжелый больной. Приготовьтесь операционную. Свет почему-то у нас спрятался внутри. И он красного там цвета. Водитель, освободите дорогу. Примите вправо. Зато, смотрите, крест на этом у нас даже есть, на крыше. В общем, все как, ну, как европейский автомобиль, такой окрас, да, имеет. Да, хотя у нас, по-моему, нету, вот честно, на крыше. Ну что, ребята, вот такой вот обзор. Я не знаю, надеюсь, он был вам полезен. Вы для себя что-то узнали новенькое, выбрали для себя какую-то понравившуюся модель. Напишите мне, кстати, обязательно комментарий, что вам из этой серии понравилось. Понравился видос? Ребяточки, с вас лайкос, с меня видос. Всем, короче, до свидос.